Привет! В моем сегодняшнем обзоре речь пойдет про новые беспроводные наушники от SoundPeats. Это модель Air 3 Pro. В отличие от обычных Air 3, модификация Pro имеет форм-фактор внутриканальных с ножкой. Помимо всего прочего, новинка оснащена функцией ANC с режимом активного шумоподавления и прозрачности, а также опцией игрового режима с низкой задержкой. Ну а насколько удачной получилась эта модель, а самое главное, стоят ли наушники своих денег, я и расскажу в сегодняшнем видео. Итак, помимо кейса с уложенными в него наушниками, в заводской коробке лежит пара сменных насадок, коротенький кабель для зарядки и краткое руководство пользователя. Сам зарядный чехол матовый, черный, с приятным софт-тач покрытием. Он имеет небольшие габаритные размеры и выполнен в формате Pocket Friendly. Он хорошо лежит в руке и занимает мало места в кармане. Крышка кейса имеет пластиковую петлю с доводчиком, хороший ход и не болтается без дела. По ее открытию устройство активируется для сопряжения. Из дополнительных элементов на корпусе имеется физическая кнопка активации и сброса и немного тускловатый индикатор состояния. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 280 мАч, и по-хорошему этого хватит только на плюс-минус 3 полноценных зарядки. При этом режима быстрого пополнения энергии для наушников тут не предусмотрено. С 0 до 100% гарнитура заряжается от кейса примерно в течение часа. К слову сказать, материал корпусов самих наушников уже не выглядит таким приятным, как у Кредла. Здесь использован самый обычный черный матовый пластик, как и в модели Air 3. Да и чего уж там, сама форма чаш очень напоминает таковую в третьей модели, за исключением приделанного к ней звуковода для фиксации амбушюр. Насадки в комплекте идут средней жесткости, удобные, и менять их на сторонние я не стал. Мне подошел размер L. Если говорить в целом, то с дизайном наушников не особо заморачивались. Ножки короткие, без индикаторов, а сенсорная область выделена логотипом компании. Как я и сказал, точь-в-точь как у вкладышей. Здесь хотелось бы еще отметить, что несмотря на наличие жеста в виде одинарного касания, сами сенсоры имеют умеренный отклик. Они не такие чувствительные, как в модели Air 3, но все же, когда поправляешь наушник, мисклики могут случаться. По управлению функциями мультимедиа наушники умеют ставить трек на паузу двойным касанием, управлять громкостью в плюс или минус одинарным тапом и перематывать треки только вперед с правого наушника по удержанию пальца на сенсорной области в течение 1,5 секунд. Да-да, все правильно, перемотки назад на левом по тому же действию нет, на нее назначено переключение между режимами ANC. Ну а жест тройного касания для обоих наушников также разнится. Правый вызывает голосового ассистента, а левый активирует и деактивирует игровой режим. Возможно, но это лишь в теории, указанные действия можно переназначить в фирменном приложении SoundPeats, к которому наушники должны подключаться. Но ключевое слово здесь как раз таки должны, ведь с программой они до сих пор не работают. Точнее так, приложение их видит, предлагает обновить, но по итогу обновление не устанавливается. Ни когда наушники находятся в кейсе, ни без кейса и даже по одному. Ни в каком из этих сценариев установка обновы не работает, даже перезагрузка не помогает. Само устройство находится у меня на руках с 13 мая, так что я достаточно подождал и терпение мое лопнуло. Наушники вышли в апреле и до сих пор никаких подвижек в этом направлении нет. В отзывах на Алиэкспрессе и в Google Play Market недовольных много, и я прекрасно понимаю почему. Как по мне, всех тех, кто купил данную модель, производитель хорошенько так нагрел, ведь обещанная функциональность не предоставлена в полном объеме. И я очень сильно сомневаюсь, что будущее обновление исправит все проблемы устройства, а их здесь предостаточно. Я напомню, что Air 3 Pro стоит порядка $48, и за эти деньги приставка Pro хоть как-то должна себя оправдывать. Взять, к примеру, аудиофильтры. ANC режим справляется лишь с уличным шумом, да и то я бы не сказал, что он делает это сильно хорошо. По крайней мере, общественный транспорт это точно не про данный шумодав. В целом для каких-то густонаселенных локаций типа ТЦ и парков наушники подойдут, но не более. А вот режим прозрачности, как по мне, отсутствует вовсе. По крайней мере, лично я разницы между обычным режимом и проницаемостью вообще не услышал. Во время активации прозрачного режима, кроме звукового оповещения, не происходит совершенно ничего. Ты как слышал приглушенный звук улицы, так и продолжаешь его слышать. И это при выключенной музыке. Если же музыку включить, то, разумеется, окружающий мир ты слышать перестаешь. Так что мой вердикт – данная опция совершенно не рабочая.
Помимо всего прочего, в этих Pro наушниках нет ни беспроводной зарядки, ни уже ставшего популярным в этом году мультипоинта, ни датчиков автопаузы. Последние, конечно, не показатель, ведь, к примеру, в Field T2 Pro их тоже нет. Но тем не менее, все остальное там находится на весьма достойном уровне, да и звучат они просто отлично. А вот звук в SoundPeats Air 3 Pro мне не зашел. И это учитывая установленный внутри аудиочип Qualcomm QCC3046 с поддержкой aptX Adaptive. Опять-таки, возможно, звук раскроется со встроенным в приложение эквалайзером, но вот не задача, программа-то не работает, так что рассказывать буду о стоковом звучании из коробки. Здесь мне сразу бы хотелось отметить, что само качество звука неплохое, нет ни хрипов, ни перегрузов. Для любителей баса, скорее всего, и такого будет достаточно, ведь низких частот в АЧХ очень много. Только вот есть одна проблема, всю атмосферу портит недостаток объема на середине. Она как будто бы зажата в некую емкость, откуда не может выбраться, оттого получается некий эффект второплановости. Таким образом, у нас есть много баса, хорошие четкие верхушки и довольно невнятная середина, что портит всю картину в целом, ведь вокально-инструментальные партии не дают тех эмоций и тех ощущений, к которым я привык в других наушниках. И да, любому, кто вдруг захочет не согласиться с моим восприятием звука из этих наушников, отвечу так. Просто купите, к примеру, в эту же сумму OnePlus Buds Z2, и вы очень удивитесь, на что способен AAC кодек в наше время. Наушники звучат просто на голову выше этих SoundPeats. Ну а я в свою очередь для сравнения взял Realme Buds Air второго поколения, которые были под рукой, и был приятно удивлен этой разницей. Думаю, владельцы этих наушников Realme знают, о чем я говорю. Уж к звуку там точно претензий быть не может. Во время сравнительных прослушиваний я так увлекся, что даже позабыл про то, что тестирую новинку от SoundPeats. Тем более, что и по уровню абсолютной громкости в модели Air 3 Pro запаса практически нет. Они, конечно, не совсем тихие, но на сотке слушать музыку вполне комфортно, а иногда хочется даже немного прибавить. Оттого, кстати, и объясняется довольно хороший показатель автономности на одном заряде в 5 часов и 40 минут на максималках. Что же касается игрового сценария, то здесь режим рабочий и вопросов у меня нет. В своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результат по задержке в интервале в 160-200 миллисекунд, что довольно неплохо, учитывая мои нелабораторные условия. С ютубом уже, как обычно, полет прекрасный, отставание звука от видео на слух я не услышал. Ну а теперь осталось дело за малым, послушать, как работают встроенные в наушники микрофоны. Ну что же, у нас первый тест работы микрофонов. Я его в этот раз решил сделать уличным. Наушники SoundPeats Air 3 Pro. На улице сегодня довольно ветрено. Сейчас мне в лицо дует ветер рядом с дорогой. Хотя здесь сейчас небольшая пробочка и сильно машины не шумят. Но в целом можно примерно прикинуть, как будет слышать собеседник при разговоре по телефону вот в таких вот условиях обстановки. Ну а у нас на очереди очередной тест. Теперь в автомобиле. Собственно, как обычно, я это все проделываю. Тест с открытыми окнами. Я с двух сторон на скорости открываю окна, порывами начинает задувать ветер. Есть от приличающих машин. Скорость у меня в районе где-то 90 км в час. Я еду по трассе, поэтому здесь можно быстрее. А вот еще один тест работы микрофонов, наушников SoundPeats Air 3 Pro. Я сейчас нахожусь в районе ресторанного дворика торгового центра. Здесь много людей, все разговаривают, плюс играет музыка, так что в целом нагрузка на микрофоны довольно прилично. И примерно так я буду слышать собеседник, если буду с ним разговаривать по телефону с помощью данной гарнитуры, находясь где-то в такой вот локации. Понятно, здесь ветра нет, но тем не менее очень сильный шум. Ну и подводя сегодня некий итог, мне бы хотелось напомнить, что стоимость наушников SoundPeats Air 3 Pro на данный момент составляет плюс-минус $48 или около 4000 рублей. Стоят ли они своих денег, как по мне, однозначно нет. Наличие приставки Pro в названии так вообще под большим вопросом. В этих наушниках нет абсолютно ничего выдающегося. Все весьма заурядно и довольно посредственно. Плюсом ко всему и приложение пока не работает. Когда его починят, быть может, они станут поинтереснее, но пока имеем то, что имеем. Все их недостатки я озвучил по ходу обзора, повторяться здесь не буду, а лишь скажу, что в качестве альтернативы за эти деньги прекрасным выбором могут стать те же OnePlus Buds Z второго поколения, либо как вариант новые Realme Buds Air 3, обзор на который
который выйдет следующим. Сейчас они как раз у меня на тесте. Что же до SoundPeats, то есть ощущение, что у компании пока очень удачно выходят только вкладыши. Здесь и конкурентов поменьше, да и модели сами по себе довольно хорошие. А вот Air 3 Pro наушники совершенно обычные, красная цена которым баксов 30. Ну что же, вроде бы все, что хотел по этой модели, я озвучил. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях или заходи в телеграм-группу канала с вопросами и ответами. Спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.